Привет, это Айсберг. И я рад вас приветствовать в своем обзоре, посвященный гибридной новинке от компании Zigad, Zigad Lush. Что ж, давайте перейдем к своему обзору. А приобрести Zigad Lush вы можете в официальном магазине Linsol Audio Store или же в магазине DD Audio, который является теми же Linsol. Приходит же Lush в компактной картонной упаковке с фирменным дизайном компании, где на лицевой панели изображены сами АЕМы, названия моделей и конфигурация драйверов. Сбоку же краткая спецификация, где указана гибридная конфигурация драйверов, чувствительность 103 дБ, импеданс 17 Ом, гармоническое искажение менее 1%, частотный диапазон от 20 до 25 тысяч Гц и кабель 1,2 метра. Здесь же краткая информация о производителе, а здесь мы видим, что это Hi-Fi гибридные АЕМы. Давайте же распакуем эту упаковку и посмотрим, что там внутри. А внутри нас встречают сами АЕМы, аккуратно утоплены в пенную форму и импринтированная коробочка с аксессуарами. Внутри коробочки помещен плотный фирменный кейс. Он сделан из веганской кожи и с приятной на ощупь текстурой. Сбоку же имеется молния с приятным дополнением в виде защиты от брызг воды. Давайте же его откроем. А вот внутри кейса находится пакетик с силиконовыми амбушюрами, пенными амбушюрами и двухпиновый кабель с штекером 3,5 мм. Для вашего понимания, вот так выглядят пенные амбушюры, и именно так выглядят силиконовые амбушюры с стандартным отверстием оранжевого цвета. Вложенные пенные амбушюры будто намекают на басистой такой глубокой подачи этих АЕМов, а силиконовые амбушюры никак не видоизменяют звучание, поэтому в рамках этого обзора я буду использовать именно их. Зигаты никогда не выделялись хорошим комплектным кабелем, и этот кабель это не исключение. И несмотря на то, что он имеет брендирование и металлическую фурнитуру, он остается таким жестким, плотным и совершенно не гибким. Он имеет позолоченный 3,5 штекер, металлический сплиттер и заушины с двухпин подключением на конце. Буду с вами честен, это действительно плохой кабель, и я бы рекомендовал его вам заменить. Но в этом обзоре я буду использовать именно его для объективной оценки. Корпуса Zigad Lush сделаны из медицинской смолы методом 3D печати. Смола здесь абсолютно непрозрачная и не позволяет увидеть драйвера, установленные внутри. В плане сборки здесь нет никаких проблем, все детали идеально подогнаны, а корпуса в целом ощущаются монолитными. Фейсплейты или же лицевая панель в этих АЕМах окрашена вручную. Это значит, что рисунок, который вы получаете, вы больше не увидите ни на каком образце. Я же предлагаю вам самим ознакомиться с дизайном этой модели и подумать о том, что вы увидели здесь. Я же вижу здесь открытый космос, что подчеркивает такое безграничное звучание этой модели. На внутренней части корпуса расположен металлический звуковод. Он довольно широкий, высокий и находится под оптимальным углом. Также имеет металлическую сеточку внутри и портики для фиксации амбушюр. Здесь же мы видим наименование модели, индикацию каналов и серийный номер этого продукта. Сбоку же находится двухпиновое подключение, а единственное компенсационное отверстие перебралось на верхнюю часть корпуса. Форма у Zigad Lush эргономическая и без резких углов внутри. Сами шаллы легкие, весом 4 грамма каждый, что делает их практически невесомыми, находясь в ушах. Это создает исключительное удобство, и даже после многочасовых сессий прослушивания эти наушники не вызывают дискомфорта, покраснений, либо же раздражений. Посадка здесь глубокая и плотная, и даже в моих небольших ушах они ощущаются надежно и не норовят выпасть даже во время активных движений. Этот сет довольно требовательный в плане источников и будет выдавать именно ту тембральную полноту и референсную настройку с ЦАПом хорошей выходной мощности. Вместе с Lush я бы рекомендовал вам использовать хотя бы портативный ЦАП, как минимум от компании Apple, а я, в свою очередь, в этом обзоре буду использовать настольный ЦАП Fosi K7. Как по мне, он действительно способен выдавать именно тот тюнинг,
который разработали инженеры Zigad. Напомню, что Lush имеет гибридную конфигурацию драйверов, где за нижний регион отвечает 10-мм динамический драйвер с PET-диафрагмой, две спаренные балансные арматуры собственного производства за средние частоты и две арматуры, которые отвечают за верхний диапазон частот. Ну а перед тем, как переходить к самому интересному, как звучит эта модель, я предлагаю вам ознакомиться с графиком частотных характеристик. А график же здесь максимально плавный, от начала суббаса и до верхних частот. Однако район суббаса здесь немного приподнят на целых 9 дБ, что дает такое глубокое звучание. Переход на мидбас идет со спадом до 60 дБ, что теоретически может означать, что бас здесь будет скорее мягким и не слишком ударным, с акцентом именно на глубину, а не на панч. Что интересно, влияние динамического динамика заканчивается точно на частоте 200 Гц. В этом я вижу свои плюсы и минусы. Бас станет более контролируемый, но при этом может потратить свое разрешение и как полноту затухания, так и атаки. Диапазон средних частот выглядит ровным и без выраженных провалов или пиков, что выражается в таком тональном балансе между инструментами и вокалом. Это говорит о такой студийной подаче, на которую и рассчитаны эти наушники. В верхней середине мы видим пик в районе 3000 Гц, что дает такой ясности и присутствия вокалу и инструментам. В верхних частотах я бы хотел обратить ваше внимание на пик в районе 5500 Гц, 7000 Гц и затем резкий спад. Да, это может подчеркивать детализацию и разборчивость верхнего региона, но резкий спад около 8000 Гц означает приглушенность воздушных деталей тарелок или послезвучий. В действительности же это нейтрально балансные наушники с своеобразной подачей, быстрой динамикой и студийным качеством звука. С первых секунд здесь ощущается такая грамотная настройка драйверов с идеальным тональным балансом. Эти наушники не теплые и не холодные, а проецируют референсные нюансы вокала и инструментов. Суббас в этой модели играет главную роль. Он глубокий, насыщенный и физически ощутимый. И действительно ощущается те 9 дБ, которые были подняты на частоте 20 Гц. Это придает такой фундаментальности и присутствия. Но ощущается он не просто как пшик, а как действительно такой удар, который бьет по вашим барабанным перепонкам. Мидбас, наоборот, ударный, жирный и с плотной текстурой. И действительно, в этой модели он хорошо контролируемый, но при этом теряется его разрешение и тело. Это означает, что он не такой резонирующий и гулкий, как мне бы хотелось. Но в целом, мидбас здесь хорошо сохраняет баланс между мясистостью и контролем, предоставляя приятное телесное звучание без переизбытка размытий. Среднечастотный диапазон здесь передается как тонально-нейтральный, но и не отстраненный. Он передает естественную текстуру вокала, а инструменты имеют такую насыщенность и мелодичность, но при этом лишены агрессии и резкости. Тембр гитары энергичен, а фортепиано мелодичное, и они воспроизводятся в естественной тональности. Поэтому эти наушники must-have для гитаристов, пианистов и тех, кто любит инструментальное звучание. Мужской вокал здесь тембрально разнообразный, с тональной точностью и бархатистым оттенком. Да, эти наушники не вдаются в микродетали и нюансы голоса, но вы будете слышать именно ту подачу, которая была задумана исполнителем. Женский же вокал подается плавно, открыто, с деликатной искрою, но без лишней резкости. Но в целом здесь сохраняется баланс средних частот с натуральной тональностью, тембральной достоверностью, которые, по моему мнению, важны как для профессиональной работы, музыкантам или же аудиофилам. Верха здесь имеют хорошую детализацию и четкость, но при этом не акцентированы и звучат темновато. Я бы сказал, что высокие частоты здесь более контролируемые, но при этом имеют четкую границу, насколько они могут подняться вверх. Это хорошо заметно как в высоких частотах вокала, так и инструментах, такие как колокольчики или же тарелки. И несмотря на то, что эти аемы позволяют ощутить легкую искристость на пиках, то после звучания все равно остается таким темным, невоздушным и с отсутствием воздуха. Если пробежаться по жанрам,
то эти АЕМы будут идеально сочетаться с хип-хопом и рэпом, где энергичная и качающая подача хорошо передаются в этих АЕМах, ведь низкие частоты звучат глубоко и плотно, а вокал передает ту эмоциональную вовлеченность и динамическую подачу, которая играет ключевую роль в этих треках. Конечно, эти АЕМы хорошо подойдут и для электронной музыки, где глубокий бас придает трекам весомость, но приглушенные верхние частоты могут немного сглаживать воздушные детали, как, например, хлопки или сверкающие синты. Однако, они способны передать именно ту динамику и не утонут в звучании. Также что-то свое здесь могут найти любители рока или металла, где густой и насыщенный бас добавляет энергию барабанам и бас-гитаре, а приподнятые верхние средние частоты делают гитарные партии более выразительными и эмоциональными. Однако, слегка затемненные верхние частоты могут снизить яркость тарелок и хай-хетов, что делает звук не таким искристым, но при этом менее резким и острым. А вот в таких спокойных жанрах, как классика, либо оркестровая музыка, я не увидел, за что можно зацепиться. И особенно не подошла мне здесь подача именно в джазе, ведь верхние частоты инструментов здесь играют приглушенно и сухо. Звуковая сцена здесь средняя по ширине и чуть выше среднего по глубине. Лаши не строят планетарные панорамы, но при этом и не ощущаются камерными. Сцена здесь будто создает звуковое полотно, которое плавно расстилается по поверхности. Это создает такое приятно плоское ощущение с небольшим трехмерным эффектом. Это не аналитические наушники, и несмотря на такую общую студийную подачу, Zigot Lush хорошо справляется с разделением звуковых источников. Даже в динамичных сценах или насыщенных аранжировках бас не заползает на середину, а инструменты не сливаются в кашу. Вокал же звучит органично и в своем звуковом пространстве, а все звуки четко отделены и размещены в своей ячейке. Визуализация в Lush точная и понятная. Звуки в панораме без проблем определяются и позиционируются, что дает ощущение, что вы игрок в настольный теннис, а мячик — это звучание, где он определяет скорость и динамику передачи, а ваша задача — это успеть за ним. Я провел несколько часов в Lush, играя в FPS-шутер Counter-Strike 2, и могу сказать, что они хорошо справляются со своей задачей. Благодаря правильной тембральной настройке, тональному балансу и хорошим разделением с визуализацией, эти наушники дарят отличное погружение и точное позиционирование звуков шагов и выстрелов. И даже в активных сценах с выстрелами, взрывами и шагами эта модель достоверно передает всю информацию без смазывания и болотистого эффекта. Если сравнить Zigot Lush с недавно вышедшей гибридной моделью Kiwi Aerosa, то Aerosa имеет более веселую, теплую и выраженную V-образную подачу с глубоким низким регионом, акцентом на верхние и средние частоты, что придает ясности вокалу, и такими усредненными верхними частотами. Aerosa ощущается с таким живым тюнингом, с мелодичными инструментами, которые выведены на передний план. Lush же тонально-балансные наушники с правильной тембральной настройкой на всем частотном диапазоне. В них нет ярких акцентов или пиков, но при этом все частоты играют гармонично, создавая такое студийное качество звука. А если сравнить Zigot Lush с квадбридами Simgo Supermix 4, то единственным ярким отличием, что Supermix 4 это такие аналитические наушники, где звук это как пазл, который складывается в общую звуковую картину, что дает ощущение предельного разделения и точной визуализации. Лаши, в свою очередь, не могут похвастаться такими способностями, но звучат более референсно, нейтрально и тонально правильно. Резюмируя, Zigot Lush это гибридная модель, оснащена одним динамическим драйвером и 4 балансными арматурами. По настройке же это нейтрально-балансные АЕМы с динамической подачей, тональной четкостью и студийным восприятием звука. Тюнинг этой модели я бы не назвал универсальным. Они хороши с быстрыми и драйвовыми жанрами, такими как электроника, хип-хоп, поп или рэп. Жанры, где важна энергетика, эмоциональная вовлеченность и динамика,
но при этом не подойдут для жанров, где высокие частоты играют ключевую роль. Бас здесь плотный и контролируемый, а суббасовая полка поднята на 9 дБ, что придает такой глубины звучанию. Средний регион ровный и натуральный, вокал звучит с идеальным тональным балансом, а инструменты сохраняют свою тембральную референсную настройку. Верхние частоты влаж звучат четко и детализируемо, но при этом без явного акцента и немного темновато. Подводя итог, Zigot Lush — это отличный выбор для тех, кто ценит референсную подачу без лишнего окраса и тонального дисбаланса. Lush может быть профессиональным инструментом для тех, кто сводит музыку или занимается монтажем, или же хорошим и уверенным компаньоном для музыканта, либо же для аудиофила, который ищет нейтральный баланс частот, и даже для геймеров Lush станут надежными наушниками с точным и понятным позиционированием и полным погружением в игровой процесс. А на этом у меня все. Спасибо большое, что ты досмотрел до конца мой видеоролик. И твой лайк — это лучшая благодарность за просмотр. Спасибо и до скорых встреч. Пока-пока.